как на эту арку не посмотри, а она со всех сторон будет красивой, что снизу, что сверху. Вообще классно, прям мальтийский фьорд. Всем привет! Сегодня я планирую посетить остров Гоцо. Туда я отправлюсь на машине через паром. 20 минут я простоял в очереди и вот только сейчас начал двигаться. Ну что, 9 часов 20 минут, и я уже практически на острове Гоцо. Никакая плата с меня не взималась. По всей видимости, по возвращению мне придется заплатить. И сразу же я планирую поехать в самое отдаленное место от порта. Так что, поехали, let's go! Ранее здесь было лазурное окно, которое являлось визитной карточкой Мальты, но в 2017 году оно обвалилось. Но тем не менее это место по-прежнему считается популярным. Вот такое уникальное чудо природы. Рядом с лазурным окном здесь образовалось такое внутреннее море. Обычно здесь можно брать лодку и выплывать в открытое море через вот эту пещеру. Но, к сожалению, я не вижу здесь ни одной лодки. Такое ощущение, что по каким-то причинам сейчас они не работают. В принципе, место здесь красивое, но я ожидал чего-то большего. Та точка, откуда раньше можно было разглядеть лазурное окно, сегодня это, в принципе, обычное место. Таковых здесь на Мальте хватает и без лазурного окна. На Гоцо лазурное окно — это не единственное окно, которое ранее существовало. Есть тут еще много окон, которые более стойкие и держатся по сей день. Каждый выбрал свой путь. Я вот пришел на эту сторону. Есть люди, которые ползут по этой стороне. Здесь вообще много где можно полазить, и везде будет интересно. Судя по скобам, которые вбиты в скалу, я так понимаю, здесь делают снеплинг.
Ребята так тщательно осматривают скалы. Такое ощущение, что они собираются здесь снэппинг делать. Арку снизу мы посмотрели. Теперь можно посмотреть, как выглядит это чудо с верхней платформы. Как на эту арку не посмотри, а она со всех сторон будет красивой. Что снизу, что сверху. Еще одно, наверное, интересное место, оно у меня помечено на карте. Честно сказать, я даже не знаю, чего здесь ожидать, так что пусть для меня это будет сюрпризом. А здесь мы видим пляж, и очень даже приличный. Сразу же при входе в воду глубина. Вообще классно, прям мальтийский фьорд. Классное место, если приехать сюда так на пару часиков, позагорать, покупаться. Итак, я прибыл в Рамла-Бэй. Здесь я вижу, есть какие-то строения на горе. Что-то похожее на крепость. Похоже, мне придется туда подняться. Как видим, это не крепость, а просто какое-то заброшенное здание. А вот выше, там есть балкончик. led the government to purchase the land on which Tigantia stands in 19...
почти 3 часа дня я прибыл в главный город острова Виктория. И в первую очередь мне нужно пообедать и выпить пивандрия. Взял себе пасту карбонара, очень проголодался. Выглядит аппетитно, рейтинг у ресторана достаточно высокий. Было неплохо, хотя порция, как по мне, небольшая. Поэтому я поставлю, пожалуй, 7 из 10. Я взял вот такую выпечку в слоеном тесте с сыром. Это называется у них пастицы. Вот я оказался в тюремной камере заключения. Я решил сперва посетить старинную тюрьму, которая находится на территории цитадели. Здесь есть возможность пройтись по стенам цитадели, и отсюда открывается вид практически на весь остров. Можно увидеть море с обеих сторон. Я обошел цитадель практически всю вдоль и поперек. Купил себе билет за 5 евро, который включал вход в 5 музеев. Я зашел в 3, и мне этого хватило. Тут много смотровых площадок, но, честно говоря, город Виктория со стороны меня не впечатляет. Все кажется очень простенько, и нет ничего такого завораживающего. Я пока еще не спешу убегать из Виктории. Мне хочется также пройтись еще по улочкам вне цитадели. И уже потом последую в сторону парома. Внутри здесь все те же балкончики, как и в Валете и ее окрестностях. И внутри этих улочек ощущаешь себя в настоящей Мальте. Degli particolari, al fatto di chiudere in qualche modo. По дороге в терминал я решил заскочить в еще одно интересное место.
А, красота. Воу. Каждый раз все выше и выше. Отсюда, кстати, виден остров Комино, прям как на ладони, и даже видно башню. della giornata appena trascorsa, oppure anche semplicemente Вот это авария здесь, то есть тут такая нехилая. Сейчас я буду заезжать в терминал, как я и говорил ранее. Оплату производить нужно будет при выезде из Гоцу.